Цели сеанса. Я светлая, чистая душа. Я частица источника жизни. Проявляя волю здесь и сейчас, заявляя намерение. Освободить мое пространство, пространство моих детей, сына Марка, дочери Марии, от вмешательств антимира во всех временах, прошлых воплощениях. По конам воли души подтверждаю и закрепляю мое намерение выхода из матрицы. Убирая негативную информацию, связанную с нами, со всех полей мироздания. Я отзываю согласие на бедность, жизнь жертвы. Я отправляю все негативные программы и черную магию туда, откуда они пришли. Возвращаю девственность сознания, нравственность бытия, силу, искристую энергию, живую, чистую, светлую, весь мой успех, все, что было разделено, соединяю. Я распространяю свет, восстанавливаю иконы, любви, справедливости, гармонии, равновесия. Мои аспекты. Осень 2024 год. Я и мой сын Марк отправились в первый отпуск в Москву. Посетили Измайловский Кремль, где сыну стало плохо. Он играл, бегал с бывшим супругом Савелием и вдруг стал бледнеть, терять сознание, не мог сделать вдох. От ужаса увиденного я упала на колени, прикрыла глаза, молила Творца и только слышала, как от бессилия кричит Сава, отец детей. Оказалось, что у сына запал язык, его вернули в верное положение, и все обошлось. Испытанные чувства в тот момент не описать словами. Хочу разобраться в случившемся, убрать причину, передать сыну информацию о его чистоте, здоровье, жизни, в любви, гармонии. Я меняю эту ситуацию на радостный день в кругу семьи, ведь мне важно, чтобы мой сын рос счастливым, любящим, любимым мальчиком, продолжал жизнь. И вот, кстати, вчера было такое интересное, ну как интересное, а, был момент, у Маши вчера праздник 3 года, день рождения отмечали. И перед этим поехали Марка постригать. И вот первый раз за мою историю у нас чуть не врезалась машина, вплоть до того, что наш водитель применил экстренное вот торможение, я Марка схватила. И вот при, скажем, обычных ситуациях у меня мыслей никаких нет, что, например, я буду когда-то делать сеанс, и мне это нужно озвучить во время сеанса. А тут это происходит, а у меня уже возникает мысль о том, что я должна это завтра сказать вот во время чтения аспектов. Не знаю, конечно, почему, но вот так. Второй аспект. Есть два момента, держащих меня в напряжении. Сын писается ночью, очень крепко спит, и приходится вставать несколько раз, чтобы сводить его на горшок. Сам он не просыпается. И второе. Марку ставят диагноз вальгустоп. Исправляем ножки давно, года 3, при помощи стелек и обуви. Во время дыхания я вспомнила, как в первые месяцы жизни, чтобы Марк хорошо спал ночью, моя мама Наталья посоветовала сделать некий обряд при помощи чашки с водой и большими ложками на пороге. Точно помню, что идея мне не понравилась, но сделала из-за незнания и глупости. Я это осознаю. И сейчас меняю свое решение идти на поводу, стирая данный опыт, меняя его на здоровый, чистый сон сына. Я выросла морально и духовно. Теперь сама решаю, как воспитывать детей, зная, что для них является истинным благом. Доченька Маша. Третий аспект. Ей вчера исполнилось 3 года. Она не говорит. До операции на локтевом суставе были фразы, например, «дядя Саша», «три кота». Сейчас только ням-ням, да, надо. Хочу убрать причину отката в речи. Пусть доченька развивается на уровне абсолютно здоровых людей, восстанавливает эфирное физическое тело, согласно конам Творца. Она заслуживает и имеет право на полноценную счастливую жизнь, где есть живое общение, игры с другими детьми, радость взаимодействия. Четвертый аспект. Вижу успехи, духовный рост благодаря предыдущим сеансам и собственной работе. С чем еще хочу разобраться, так это с зацепками бывшему супругу Савелию. Мы в разных городах, но созваниваемся каждый день, а когда видимся, возникает невероятно сильное сексуальное влечение, не присущее мне в жизни. Устала
от его перепадов настроения. Прошу себя показать оставшиеся контракты и причины, удерживающие нас в столь близком контакте. Он часто поднимает денежный вопрос. Например, что платят алименты мне, а не детям. Вот. Меняю наши взаимоотношения на сценарий, где я отпускаю. Женя, у тебя тоже зависло видео? Мгм. Ждем. Мгм. Открытых людей. Пластический. А, Открытых людей, родственных душ. Пятое. Сколько себя помню, боролась со своим телом, а именно с лишним весом. Люблю и принимаю себя только стройной. В районе 5-6 лет папа Александр при дяде щекотал меня и назвал свинкой. Сейчас, будучи взрослой, я понимаю его игровой посыл, но в тот момент это слово стало для меня оскорбительным и чувствовал накатывающую обиду. Было много травмирующих ситуаций, где я не получала защиту и любви от отца, но сейчас прощаю его, прощаю себя и переписываю детские годы, заменяя страх и горесть на гармонию и поддержку от Творца. Хочу изменить взгляд на тело, очищая его от обид, претензий, избавляясь от лишних килограммов. Удаляю шишку с лба, убираю пятна на спине, налаживаю кровоток в венах. Я чиста, красива, молода и счастлива. Шестое. Нехватка денег сопровождает меня всегда. В начале года прижали платежи одновременно у мамы и у меня. Испытала страх впервые, подумала, на какие средства буду кормить детей. Неожиданно для себя в сознании провелась параллель между тем, что произошло, и рассказами мамы, когда она не знала, на что купить продукты для меня и брата. Отец не помогал, он работал на 3 работах. Я расторгаю контракты на бедность и нищету, отменяю ситуации, приведшие меня к жизни от зарплаты до зарплаты, с висящим кредитом. Я чиста, я чистая и светлая душа, достойная богатой процветающей жизни, с достатком, путешествиями. Последний аспект. Идет холодная война с соседом. Доченька Маша, так как не может ходить, заменяет это на прыжки на животе, где включаются ноги и спина. Прыгает, правда, очень редко, но наш сосед снизу раздражается из-за каждого звука. Сначала он как не себя стучал по батарее, теперь включает а, своеобразные звуки. Он приходил несколько раз, стучал, орал, но я не открывала. Достаточно странная для меня ситуация. Хочу узнать, где мое согласие на данный инцидент. Отменяю свое решение конфликтовать с кем-либо. И хочу, чтобы сосед перестал доводить меня и мою семью. У нас есть право на спокойную, радостную жизнь, где царит любовь, безопасность и мир. Наша квартира, наша крепость. Соседа зовут Евгений. На самом деле все лучше и лучше из этой ситуации, но все равно бывает, что периодически музыку включает. Правда, тихо, почти незаметно, но все же. Родители, имена есть? Да, я указала Наталья и Александр, папа. Мгм. Мгм. Э, ш- Что-то пропустила. Нет, я по Маше, там еще был момент, но я с Мгм. вами разговаривала, поняла, что это лишь программа, которую можно мне самой собой разобраться и решить. Все нормально уже. Мгм. Хорошо. А, вот, кстати, спасибо, что напомнили. А, я не вписала ни одного сна, ну, то есть это же не обязательно делать, но неделю назад приснился сон, я прям рыдала во сне и наяву. Вот, приснилось, будто бывший муж Савелий, не сказав никому, отправился на СВО, и как мне сообщили по телефону, что его там буквально, ну, там, за несколько дней его уже не стало, ну, его убили. Вот, и мне же так его жалко было во сне. В общем, плакала сильно, проснулась, понимаю, что это уже, ну, был сон, что вот я здесь сейчас, все живы, все хорошо, но все равно как-то не отпускала долго. Вот. И сегодня опять ночью мне снится, вообще ни с кем никогда такого не было,
что его убили, но тоже в каких-то других при других обстоятельствах. Я проснулась, думаю: "Что такое? Что вообще происходит? Почему его вот 2 сна подряд убивают, и это мне снится?" Ну, в общем, я решила это сказать вот сейчас во время сеанса. Хорошо. Что хочешь с этим сном сделать? Ну, во-первых, это его жизнь, да, то есть он сам взрослый мальчик, вот, и сам принимает решение, нужно ему куда-то идти или нет. Вот, я хочу расторгнуть все наши взаимоотношения, оставить их, как я уже сказала, на уровне мамы и папы, вот, какого-то добра, спокойствия. И не хотела бы, чтобы, эм ой, такой хороший вопрос. Я как будто знаю на него ответ, но пытаюсь что-то другое сказать. Сейчас, секундочку, хорошо? Что я хочу сделать с этим сном? Ну, во-первых, я не хочу, чтобы мне такие сны снились плохие. Вот. Это же нарушение моих границ, да. То есть мне нужен спокойный, чистый, светлый сон. Вот, соответственно, не хотелось бы ни плакать, ни испытывать негатив во время Хорошо. снов. А если это подсказка какая-то? Подсказка. Мгм. Хочу узнать ответ на этот, зачем мне приснился этот сон, что я должна, может быть, выполнить для себя, понять, Мгм. сделать вывод для себя. Да, то есть, если М, что-то, сны — это пытается наше подсознание достучаться до нашего сознания для того, чтобы получить директиву. Что с этим м, делать? Потому что получается, когда нет целей, тогда болото. В болоте там ничего не происходит. Да? Все лягушки сидят по губу верхнюю в болоте, но мгм, вдруг какая-то лягушка начинает вылазить, да, из болота. мгм, Другие говорят: не гони волну. Ну, это мгм, анекдот, который показывает, как работает наша психика. Пока мы не ставим перед собой никаких целей, ни на физическом плане, ни духовных целей, тогда вот такая тишь и благодать. Но как только мы выстраиваем какие-то духовные цели на уровне физики, хотим улучшить свои ситуации, мгм, сразу включается вот такой конфликт между программами. Ну, представь себе, ты хочешь зарабатывать там или чтобы получать пассивный доход там каждый месяц там 2000 евро или 20 тысяч евро, да, ну, допустим, или да, долларов, мгм, или рублей. А тут сидит программа. Богатые тоже плачут. Нам же показывали это, показывали. мгм, Или мама постоянно с папой ругалась из-за денег, и сложилась мысль у ребенка, что деньги — это зло. мгм, Ну, мгм. например, да? И сразу Да, включается вот этот конфликт, а подсознание всегда выполняет директивы нашего разума. И он просит: Любочка, скажи, пожалуйста, что с этим делать? Вот эту программу выполнять или то, что ты тут себе мечтаешь, аффирмации читаешь, деньги прощаешь? Что делать? Скажи мне, пожалуйста. До тех пор, пока оно не получит конкретную, четкую директиву и не поймет, что оно тебе действительно нужно, вот это все перемешать и вот это все переиначить, до тех пор оно будет посылать какие-то посылы. Сны, другие там какие-то знаки, воспоминания вдруг какие-то, еще какая-то тревога, еще чего-то. И если мы это будем заталкивать, мгм. ну, к чему это приведет? Ну да, да. С этим нужно разбираться. Не Мгм. Я заталкивать, а разбираться. Вот. Разбираться и давать четкую директиву нашему подсознанию, что делать. Когда что-то снится, кто-то пугает, еще чего-то. Вопрос: не знаешь, что делать? Говори свои аффирмации. Я божественная душа, мой выбор — это свет, богатство, здоровье. Все. То есть, а подсознание само разберется. Мгм, Если есть возможность конкретно разобраться, но еще лучше, да? Ну, если какие-то сны такие, что ты, например, не можешь сразу разобраться, то вот эта директива, да, моя цель, чтобы в моем роду были все живы, чтобы отец моих детей был жив. То есть это его выбор.
То ли он пойдет там других убивать и нарушит божественные иконы, или он не Мгм. пойдет. Это его выбор, да, он взрослый человек. Но ты проявляешь свою волю. И если вдруг от тебя что-то зависит в этом, ну, конечно, в этом контексте от тебя зависит, потому что это ваш род. Ты не можешь Мгм. его просто так вот вышвырнуть. Нужно, Нет, я ну, да, то есть, но нужно директиву. Да, я принимаю все светлое от моего рода, от рода моего мужа, от моих родителей, но я отвергаю все темное. Понимаешь? Вот это да. разделить. И вот этот аспект, который читала ты в цели, в начале, что вернуть все разделенное. Но нужно еще понимать, что некоторые, если мы что-то теряем, если нас разделяет что-то, мы что-то теряем свое, то к нам приходит что-то чужое. И когда мы возвращаем свое чужое, то нам нужно разделить свое и чужое. Понимаешь? Не всегда только собирать, но нужно и разбрасывать. Мгм. То есть отделить. Принцип вот это отделить, ну, просто живое от мертвого. Потому что эти программы? Это пустота, это ничто. Это наши Мгм. собственные страхи, это наши собственные какие-то убеждения. И они не всегда правильные, не всегда ведут к добру. И как только ты Мгм. ставишь четкую цель своему подсознанию, вот, и оно не сразу, потому что до него пока дойдет, Мгм. пока оно преодолеет все эти блокировки, эти все ловушки сознания. Но если работать на всех фронтах, как я говорю, в этом отношении, то вдруг происходит какой-то момент, как будто все разрывается, все исчезает, и ты свободен. Мгм. Потрясающе. Такой прорыв, просто прорыв, да? Поэтому я говорю, никогда нельзя сдаваться. Никогда. Даже на уровне подсознательных программ, на уровне сна, когда ты спишь, ты должна вот это контролировать. И очень показательный вот этот пример с аварией, да? Это что означает? Это означает твоя коммуникация с твоей душой. То есть ты видишь ситуацию уже Мгм. не только на физическом уровне, Мгм. а всю глубину. То есть ты уже даже на уровне подсознания понимаешь, что в этом что-то замешано, какие-то негативные энергии, да? Да. То есть это результат твоей работы, это результат твоего очищения. Мгм. Виктория? Да? Хорошо. Я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и выйдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Нет? Хорошо. Посчитай еще 1 раз. От 3 до 1 ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Мгм. Что ты видишь? Я вижу из сектора магии пошел такой, знаешь, сначала как поезд такая энергия с каких-то кусочков сложена, с каких-то фрагментов. Потом она дошла ментально вот сюда. Там я увидела маску. Я считала, что там есть Люба, но увидела маску, которая испугалась и начала кричать, как будто многими голосами. Она нас не слышит, она нас не слышит, нас тут нет. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Да? Хорошо, на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Любы. Люба. 1, 2, 3.
Я ее вижу, у нее такая светлая, какая-то яркая энергосфера, вот так, с левой стороны. Но с правой стороны, вот так, ну, по физическому, да, вот где заканчивается вот голова, М. вот так оно все отрезано, и такая черная полоса вот с этих таких фрагментов в сектор магии. А потом она так вот пошла, в секторе магии есть платформа, но портал открытый, и такая вот как спираль пошла вниз. О, слышу на пороге в Мгм. секторе магии вот эта платформа. Сейчас я посмотрю. А, Мгм. Вижу, ритуал Люба делает на пороге. Оно выглядит как рамка такая черная, а одна полоса такая светлая этой рамки. Так. А Люба как бы стоит на пороге, и какие-то ложки как будто бы стучат друг от друга, как Мгм. колеса поезда. Сразу включается это. Так, хорошо, понятно. Мгм. Вернись, Виктория, к Любе. Да. Посмотри еще, как она выглядит, если что-то такого. Вот она все время вот пытается отодвинуть эту стену, которая вот так ее разделяет. И там я вижу автомобиль в этой стене. Вот прямо вот здесь автомобиль. И вижу, как она в этом автомобиле прижимает детей. Мгм. Хорошо, И у Виктория. нее вот так Да. идет из головы, вот отсюда, идет такой, как ниточка, и вот здесь как тучка такая. И сразу эта мысль, что нужно сообщить Виктории на сеансе. И я подумала, кто это ей сказал. И я вижу, что есть две проекции. Одна находится в секторе интерферента, взывающая душа, потерянная часть души, а другая — это высшее я. Мгм. Интересно, Эта информация была от высшего я? да? Мгм. И вот Хорошо. и одновременно, то есть и одновременно от той души, которая где-то потеряна вот там, в какой-то эгрегориальной структуре. Мгм. Хорошо, разберемся. Виктория, давай считай эфирное ДНК Любы. Она ли это? Да, это она, и мне сразу идет информация, стопроцентное совпадение. Мгм. Класс. Спроси у Любы, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Мгм. С чего нам лучше начать? Посмотри, Виктория. Она сказала, я вижу тебя, слышу Женю, и говорит, что ей нужно, показывает вот эту стену отодвинуть. Она говорит, что эта стена заслоняет ей свет. Мгм. Говорит, свет творчества. И от этой стены вот эта подключка идет в сектор магии. И я вижу там вот этот ритуал с ложками. И что интересно, она как будто бы стоит над этим порогом. Там такие ложки черные, как будто у нее в руках. И они так как-то стучат, как будто бы они деревянные ложки. А, Вот деревянный стук такой. А внизу я вижу на самом пороге такие детские ножки, проекция. Мгм. Вот так они лежат, вот так вот. И вот слышу там этот диагноз, вальгус. Мгм. Вот они вот так вот переплетены и потянулись вот так туда. Сейчас я посмотрю. Куда она М, тянется? Посмотри, Виктория. Оно потянулось в эгрегориальную структуру, где находится ее душа тоже. И она там его схватила вот так. Мгм. Он находится с ней в одном энергетическом пространстве. Она там его как бы... она сама, с одной стороны, его туда толкнула, а с другой стороны, его там же защищает. Понятно, значит, его частичка души тоже находится в том пространстве. Да, да. Ну, так и считывается, что она отдала. Мгм. И слышу Вальгусу.
И вот там, где они находятся в этой эгрегориальной структуре, от этого пошел такой черный, как шлейф. И в секторе магии, но уже на более низком уровне, там я вижу как будто бы молоток такой, который стучит, как будто бы бьет по кости. И лицо какого-то доктора с таким крестом на Мгм. белой шапке. Но крест черный. Кто это доктор? Я приказываю ему проявиться согласно его физической ДНК, убрать иллюзии. Это Приказываем. теоретическое программирование, слышу. И это теоретическое будущее. Если не убрать этот блок, то заканчивается этот диагноз операцией. А считывается не операция, а калецтво. Мгм. А что это за теоретическое программирование? Что это такое? Последствия выбора. Я слышу. Выбор. Последствия выбора. Мгм. Это следствие выбора. Так. А что этот доктор делает в пространстве? Любы приказываем ему отвечать. Он говорит, что он формирует будущее Марка Мгм. и ее упадок, потому что я вижу, что если это заканчивается, ну, в гипотетическом, это один из вариантов развития событий, но это логически. На Мгм. какой путь станешь, туда и придешь. Вот. То ее душа, как бы я вижу, его Марка душу хватают, а Любы душа проваливается. И ключевым моментом, напоминанием об этом опасном м, контракте является именно вот эта авария. Она не случилась, Мгм. но это была опасность, как бы напоминание. Так, шух. Оно вот так вот машина, как будто бы здесь эта стена, а этот автомобиль как будто бы врезается, но не пробил ее. Потому что сразу же включается защита. И я слышу Так. предыдущие сеансы, предыдущее очищение и вот эта связь с божественной высшей сущностью собственной, вот ее защитили. Мгм. Хорошо, Виктория, ты еще говорила, что там находится в секторе магии по отношению с этими ложками, с ритуалом на пороге. Э, В этом кто находится в секторе магии? Ей приказываем проявиться. Появляется Люба. Мгм. Она стоит Она как... все время. Да. Она Мгм. стоит, у нее такой платочек магический считывается, такой разноцветный. А вот она светлая душа стоит, как будто бы запутанная, считывается запутанная, она растерянная вот такая. Считывается гипноз. Она как в гипнозе, то есть у нее расшатанное вот это восприятие. Она пытается найти логику этого, но найти не может, слушается маму, и подсознание открыто, и в этот момент открывается вот этот портал. То есть ее как бы вот это постоянно идет этот вальгус, это М. слово, и в этот момент она как бы гипнотизируется этими программами материнскими. Мгм. Так, И она хорошо. как будто бы стоит, это такая М. черная тень прямо как прилипла к ее стопам. И вот потянулась эта черная тень в сектор м, интерферентов. И она Мгм. угрожает. Она угрожает Любе. Она буквально кричит, эта тень, эта сущность, что убьет и Любу, и ее сына. И слышу такой, как звук аварии, Угроза. угроз, да. Мгм. Хорошо. Спроси у Любы, видит ли она этот ритуал, к чему он привел. Она говорит, что она видит и показывает, что у нее из зениц глаза, я слышу, из зениц, Мгм. такие тоненькие лучи черные, которые в сектор интерферентов, и они там привязаны
э, я слышу к деструктивному вальгусу. И вижу, что там далеко-далеко в других пространствах слышу отделенное от сознания. То есть в глубинах подсознания она вот сидит там и держит Марка на руках, и вся вот так боится. Мгм. Эту частичку души она в этот момент, когда делала обряд, потеряла? Сейчас я посмотрю. Мгм. Да, я Это и вижу, как пошла такая светлая нить к ее вот сознанию. И я вижу в этот момент произошло вот так, как будто бы у нее был портал здесь открыт. Такое сияние идет вверх, и отрывается, там кто-то что-то привязывает. Сейчас я посмотрю. Там Мгм. приходит этот маленький такой, но черный, как в сапогах такой, Мгм. из Приказывает сектора магии. этой сущности убрать иллюзии, проявиться на свет. Кто он такой? Приказом отвечать. Он уменьшался, но я его вот так Мгм. зафиксировала. Он какой-то в сапогах огромных и с такими рогами и с хвостом. Мгм. Считываются материнские подсказки. Также считывается дурость, глупость, эзотерическая глупость, дурость буквально звучит. Мгм. Так, Так. что-то мой М. телефон тут. Сейчас я его попробую отключить. О, по-моему, Мгм. отключила. Так. Мгм. Хорошо, Виктория. Да, спроси у Любы, на что она согласилась, когда сделала этот обряд? Из сектора, вот я слышу прислушивание, она говорит: «Мама, я тебя слушаюсь». Как-то Мгм. странно такое, как будто бы не ее голос. Так. И я вижу какая-то ситуация в секторе магии. Любочка маленькая ходит, но только учится ходить, ножки такие, ну, как у ребеночка, как Мгм. у уточки, да, перетянуты такими, как толстенькая такая. А мама что-то делает, ну, как будто бы за столом мама. И она берет, мама, в эфирном плане это выглядит, что она придавила часть Любы, ее платье такое, вот как юбочка такая разноцветная, ножкой этого стола. Считывается, пригвоздила Мгм. к магическому, эзотерическому проекту Люцифера. Что на физике она сделала, что пригвоздила к этому эзотерическому пространству? Я вижу, что мама как-то связана с этими ножками колесом, ну, как у детей маленьких, знаешь. М. И вижу какие-то, как вилки в руках. Сейчас я посмотрю. А Так. как маму зовут? Маму зовут, сейчас я. Почему-то имени вообще Наталья. Мама Наталья. никак не считывается вообще. Мгм. Звучит только как эхо. А, э, Мгм. ну ладно. И Давай вилка какая-то в посмотрим, руке. что произошло с Любой, э, как это Я повлияло на нее. слышу магический ритуал. Это связано со сном. У мам, я вижу это перышко. Э, Ну, сложно Хорошо. сказать, как-то все, как в эфирном пространстве это выглядит вот так. Как будто вилку взяла, вилку, обычную вилку, но она какая-то очень большая. С виду как какая-то алюминиевая вилка. И берет какую-то нить,
и сквозь вот эти, я не знаю, может, такой ритуал существовал, или это так выглядит на на эфирном Мгм. плане. Что-то, И да, как-то вот как-то такой это. ниткой черной, вот и иголкой какой-то делает манипуляции. И я считываю, что пришивает магию, магический ритуал. Это магический ритуал, вот сейчас считалось. Мгм. И тогда вот в эфирном плане она как будто бы пришила эту разноцветную магическую юбочку. Это, я слышу, родовое проклятие. Мама сделала Мгм. ритуал. Так, как оно повлияло на Любу? Что с ней произошло? Как это на ней отразилось? Посмотри, Виктория. Сейчас я вижу, идет такая метафора, что она как будто бы вот стояла на такой платформочке и бум, Мгм. перевернулась вверх ногами. И вот эта платформа стала вверху, а она вся вот там внизу считывается потеря родовой связи с божественным родом. Потеря связи с божественным родом. А что это за платформа такая, Виктория? Читай информацию. Сейчас я посмотрю, уже второй раз ее вижу. Мгм. Да. Вот. Я слышу идеализация духа преисподней. Идеализация – это значит дать большую власть, Мгм. надеяться не на высшие божественные силы, а на ритуалы. Я слышу испорченное мнение, дефективное мнение. Мгм. Спроси у Любы, видит ли она этот обряд мамин, что он привел к потере родовой связи? Да, она видит, и я вижу, как вот эти две ложки, сейчас они тоже как алюминиевые какие-то появляются. Они вот здесь, и они как будто с нее вот так выходят, перекрещенные. И Мгм. Люба говорит, мама, я не давала тебе разрешения. И она берет, я вижу, и эту юбку, она тогда, когда была девочка, эта юбочка коротенькая была, а сейчас она снимает вот сейчас, и эта юбка стала такая длинная, разноцветная, и Мгм. один конец затянула в сектор интерферента. И я вижу, как она говорит, что она не давала разрешения, и снимает эту юбку. И по этой юбке, как по дорожке, то есть с одной стороны эта юбка туда уходит в портал, а с другой стороны она идет и ведет за собой Марка, сына. И я слышу Вальгус, отсоединение от Вальгуса. И она Мгм. подхватывает Марка на руки, вот так подхватила, и радостно идет. И ведет за собой, теперь идет за ней Машенька. И как будто бы у нее почти ножек нет. Вот так вот она как-то Мгм. слышу Машенька. И эта Машенька как бы застряла в этой черной плите. Я слышу мамины предрассудки. А кто Так, такая Анна? Вот уже звучит раз пять. Не Наталья, а Анна. ам, а, так, Люба, кивни, знаешь, кто такая Анна? Хорошо, тихонечко включи микрофон и спокойно скажи, кто такая Анна. Виктория, приготовься. Аня, с кем мы хорошо общаемся, это бывшая мама, точнее, мама моего бывшего молодого человека Дениса. Вот моя первая любовь. Мы с ней хорошо до сих пор общаемся, но сейчас хуже отношения почти прекратили что-либо друг другу рассказывать. Вот, Мгм. потому что расскажешь, как Мама, происходит. мама Дениса, да? Да, мама Дениса. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. А, Так, что это за Анна? Приказываю этой Анне проявиться согласно ее эфирной ДНК. Она появляется как в секторе магии. Мгм. Эм,
И как будто бы она гадает на карты. Она раскладывает какие-то таро. Мгм. Да, это Приказывает. мама Дениса, да. И она Мгм. говорит, что она гадает счастье Денису. Мгм. Так, что она делает в пространстве Любы, приказывая ей отвечать? Она говорит, что она подсказывает, и она вот так как будто бы на ухо что-то шепчет. Мгм. Что она шепчет на ухо Любы, приказывая отвечать? Она, я Да. вижу, смотрит на эти карты, вот так их рассматривает, а потом считывается это все как сбивает с толку. Мгм. Как это повлияло на Любу и на Машу? Люба говорит, что вот так вот, мы не пошли своей дорогой, кто-то мы, и показывает, что от ее ног вот такие, как две жилы, такие буквально как круглые, такие как трубочки черные. Вот так, Мгм. и они переплетаются в косичку. Пошли вот в сектор интерферентов. А оттуда выглядывает какая-то сущность с рогами и в каких-то доспехах, и это все гремит, как будто бы металлическое. И в таких сапогах считывается М. магическая мать. Что это за эта сущность тут считывается как магическая мать, да? Мгм, да, А что это у него за такие за сапоги? Что это за энергия? сейчас я посмотрю. Считывается запутывать. То есть это программа запутывать. И вот я вижу, вот идет от его ног такие, как косичка, от левой и от правой ноги, такие черные дорожки, которые переплетаются в косичку. Я слышу запутывать и трамбовать. А, Считывается вальгус. Мгм. То есть это уплотнитель энергетических программ. Мгм. Вот это молоток. Да. Хорошо, Виктория, ты считывала, что Люба сказала: "Мы не пошли своей дорогой". Что это был за случай на физическом плане, когда она выбрала пойти, не своей дорогой? Что Я произошло? вижу, что она за руку сейчас держит, с левой стороны за руку держит Марка, а на правой руке держит Машеньку и говорит, эта Машенька, она имеет программу, как будто бы сложена с таких, вся на таких, как зеркала металлические. Практически ее не видно. И я вижу вот этот дефект, эти ручечки и ножки недоразвитые. И э, Люба говорит, что родила не своего ребенка. Мгм. Что это обозначает? Родила не своего ребенка? Она показывает, что как будто бы берет свет от первоисточника. Душа идет к ней. Она ее как будто бы так на руки берет, такого как ангелочка, да, свет такой. И этот ангелочек вот так плывет, идет к ней, и радость такая, а тут такая-то плита, которая с правой стороны. И эта девочка ударяется об эту плиту, и опять от этого постоянно звучит этот вальгус. Я слышу ритуал на пороге. Мгм. Ну хорошо, так, давай тогда, Виктория, перенесемся, в эту ситуацию, где Люба делает обряд, на пороге. Да, Передай, что вот ее аспекты, что Люба отказывается от этого ритуала. Пусть она зайдет ее сегодняшним сознанием, и так как она хочет, пусть она отменит этот ритуал. я вижу, что вот эти две ложки, которые привязаны были к этому сектору интерферентов, вот, а, они как бьют по голове
маму, и я слышу имя Анна. То есть вот эти две мамы, Мгм. они как бы заодно были, э, считываются как слово звучит странно. Ну, как, знаешь, напутствие давать, а это как М. эти напутствующие, Мгм. напутственницы. Вот звучит напутственницы. Понятно. Вот. Мгм. Хорошо. И если Люба хочет, пусть передаст информацию матери этой Анне. Пусть они убирают их, информацию, вот это ложное напутствие на ложный путь. Я вижу, что карму они получают из пространства Любы, посыпались вот эти карты. Они считываются как шепот дьявола. Вот эти советы или что это такое. Оно вот так вот посыпались эти черные карты с таких кусочков сложены. И я вижу, как Люба берет этот черный поезд, как будто бы поезд, вот такой шлейф, и отправляет в портал. И вот этот портал, как рамочка, был этот порог ритуал, он вот так уменьшается, и она хвать, оттуда выскочила такой сияющий шар. Это, она говорит, это мы с Марком, вот они сидят вот так в обнимочку, она вот сидит, и она вышла, и так встала, выпрямилась и поставила Марка вот с левой стороны от себя, потом повернулась к нему лицом и вот стаскивает как одежду вот эти черные энергии и отвязывает от его больших пальчиков ног, отвязывает, буквально не отвязывает, а как будто бы там механизмы металлические, вот эти импланты. И говорит вот так вот: я пустила тебя другой дорогой. И он полетел как в сектор первоисточника. И я М. передаю, чтобы Люба сейчас полностью очистила себя и свой род. Я слышу от принадлежности к дьяволу. Это вот платформа. Ам, Хорошо. И я вижу, как эта сущность, которая в голове там сидела на этом, где связь с первоисточником. И в этот момент он оттуда уходит, и образуется такой тор, и Люба маленькая вот так вырывает это платьице из-под ножки С подножек. стола. Мгм. Вероятно, мама какой-то ритуал делала с этой ножкой стола. Вот. И я передаю Любе в том возрасте, когда она была вот маленькая, и она, я вижу, как эти ножки, ну, детские такие кривые, они у нее выравниваются, и она становится такая, растет. Ну, как вижу все этапы Мгм. взросления этой девочки, она такая стройненькая становится. И когда она вот так подрастает и вот так делает, кричит кому-то: дядя, я не свинка. И я вижу, как вот эти... когда он говорил, что она на Мгм. свинку похожа, то это черная магия на самом деле, потому что подсознательно оно привязалось к этим складочкам детским. А в этом возрасте мама делала ритуал, и фактически это э, пси-технологии магические. То есть пси-технологии и магия работают по одному принципу. Они привязывают вот эти нейронные связи, они ищут вот эти зацепки с магией. То есть травмы вот эти, Мгм. травмирующие события. Я передаю Любе, что она, ну, то есть я говорю, я передаю, а на самом деле это она вот так все и делает, это очень быстро. И она как черное М. покрывало это вот так сбрасывает туда. И я вижу, как эта черная стена, которая вот так разделяла ее, она так как-то стала как туман, прозрачная, и ее энергосфера вот так ее выталкивает. И она взлетает вверх. Я передаю Любе, чтобы она полностью очистила свое пространство от всех негативных энергий, от ее магических ритуалов. И я вижу, что она как будто бы
чиркнула спичкой, и такой огонь пошел. А я ее спросила, что это она Что сделала. это? Мгм. А она говорит, что сожгла мосты. Вот в тот портал, где она была спрятана своим сыном, и где вот эта ситуация. И я вижу, этот доктор весь горит. Вот знаешь, как человек загорается, и он так вот Мгм. пытается вот это все, и он горит. Я передаю Маше, чтобы она полностью уничтожила все эти виртуальные реальности гипотетические. Их не существует. И чтобы сейчас она создала, то есть нашла в ее пространстве для нее и для ее доченьки и для сына те самые лучшие варианты, где они абсолютно чистые, здоровые, и пусть она найдет то событие и те, где у Машеньки есть ножки. Я вижу, что к Машеньке нужно отдельно посмотреть ее, Мгм. потому что у нее, получается, она находится ментально как будто поперек у Любы, вот здесь, на уровне родовых программ, поперек. Она как будто бы летела и застряла. Даже не лежит, а вот как в полете в таком. И одна ножка вот так черная пошла, как в сектор принесения жертв, и так закрутился вихрь в сектор магии, а от другой, от левой ножки, вот так он Так. закрутилась в сектор духов, а потом раз и в сектор интерферентов. И кто-то есть в секторе магии. Мгм. Вижу, там Так, ну какая-то шапка да. черная. Кто это приказывает ему проявиться согласно его физической ДНК, убрать иллюзии? Кто он такой? Я приказываю им отвечать. А, Считывается как шапка, а выглядит такой черный. О, как эта стена, только в миниатюре, и вот так лежит на голове вместо шапки. Сейчас вижу такие черные усы. Мгм. Так. Кто он такой? Я приказываю ему назваться. Он обязан это сделать. Он говорит, что он сделал эзотерический сеанс. И какое-то слово говорит попкорн. Какой-то как пустота, взрыв, вот так вот. Сейчас. Я Что вижу, это он кто он. сделал? Почему-то я его разворачиваю, и сзади у него такие черные крылья. А, Кто Ну, он я такой? слышу его имя, но я хочу проверить его ДНК. Он какой-то сильно маленький, но такой сплюснутый. Мгм. Вижу Прояви его, глаза. Виктория, на свет. Посмотри, кто он такой. Да, это 100%. Это Тарас Слободенюк. Мгм. Считывается регрессолог, эзотерик. Магический имплант почему-то звучит. Так, что он делает в пространстве? Любой приказываем отвечать. Он говорит, продолжает ее беременность. И там еще возле него кто-то есть. Кто возле нее есть, О, приказываю проявиться. считывается эзотерическая мадам. И вижу, лежит такая девушка, Анна. А у нее над ней буквально как будто бы кто-то положил тоже такую же черную плиту. Знаешь, тоненькая, как лезвие. У него такое на голове, вот здесь, как экран такой черный. А у нее на все тело М. Анна. Что это такой за экран? Что это такое за... Что это за энергия? Сейчас я посмотрю. Считывается магия, разрезать. Мгм. То есть разрезать пространство, магия. Так, и что они вдвоем сделали по отношению Любы и Маши? Еще раз куда-то я улетела. Что они сделали? Что они делают в пространстве Любы и Маши?
Люба беременна Машей. Мгм. Они создают условия. Я вижу отрывание ножек у Маши и ручек. Одна ручка Зачем? есть. Мгм. Зачем это им нужно? Я слышу, они не видят. О, и опять эти голоса. Они нас не видят, они нас не видят. Вот это что в Вот с начале. маской связано. Мгм. Они нас не видят, они нас не видят. Это, то есть я слышу фальшивый регрессивный сеанс. Это фактически магический сеанс. А программы, те, которые вот этот сеанс, он активировал те программы, по которым вот эти магические программы, он же этого не видит, ну, не понимает, М. Аня ничего не видит, и поэтому они активировали вот эти программы, по которым я слышу калецтво, уродство Машеньки. Они активировали эти программы. Так, а эти программы, они еще есть в пространстве Любы? В пространстве Любы я слышу эзотерический сеанс. Мгм. Что произошло на физическом уровне, когда проходил этот эзотерический сеанс, где была Люба? Она была у себя дома, перед экраном. Мгм. Вижу, у нее был маленький ребеночек внутри. Мгм. Так. Что происходит? Что она смотрит на экране? Она видит Аню. Слышу, Аня ведет ложь. Мгм. Так. И опять я слышу эзотерический сеанс. Мгм. Спроси у Любы, видит ли она, что произошло во время этого сеанса Давай и посмотрим, после что произошло на эфирном плане. эфирном. Давай. Конечно, Мгм. потому что я вижу, что от этого сеанса, от Тараса с Аней, вот идет, считывается углубление, вот такая полоса в сектор духов. И там какой-то объект. Мгм. Что это за объект там Сейчас я зайду находится туда, в секторе посмотрю. духов? Мгм. Какой-то контракт. Там ходит кто-то, а, какая-то сущность на голове. Странная сущность. Как будто бы Мгм. такой колпак. Вот такой. Сейчас я посмотрю. Фригийский колпак. И Кон- принес какой-то документ. И считывается, ты отдала свою волю. А где Люба в этой ситуации? То есть, там больше никого нет. Сейчас посмотрю, где Люба. А Люба вот М. так стучит, она находится в секторе, в магическом секторе, стучит с обратной стороны. А, я слышу из фокуса предательства матери. С того момента, то есть, смотри, вот этот сеанс эзотерический, потому что Аня, она а, не телепат, она не телепат. Мгм. И их вот этот сеанс привязался, ну, нейронная связь связалась с этой ситуацией, где мама делала этот обряд магический, когда вот какое-то перышко, это связано с добрым сном. Вот. И это активировались вот эти программы, и они пришли к тому, я слышу, на пороге. То есть это все связалось с магией, и они активировали фактически вот ее карму, то, что она сказала, справедливость, да, они вот эту справедливость так называемую активировали. Вот, и я вижу сейчас то, что я посмотрела, вот так развернула Тараса, и вижу такие черные крылья. И я слышу, посмотрела, я подумала, что это за крылья. И я Мгм. слышу, он умер для себя.
Он предал свою душу, и поэтому он предает всех. Мгм. А что это был еще за документ, который Сейчас я держал эту посмотрю. сущность? А что это за фригийский колпак? Он такой Что вот это за какой-то, и такая колпак? булька как будто бы на конце. Я слышу в этом колпаке свобода. Я слышу потеря свободы выбора. То есть этот сеанс как бы закрыл возможность выбора, да, и активировал вот те программы, независимо от согласия Любы. То есть Люба фактически, разрешив просматривать ее энергетическое поле не специалистам и людям без эмпатических способностей, да. Мгм. О, мне сейчас прямо идет, прямо услышала те слова, что Тарас говорил, что сочувствие, эмпатия — это М. ловушки. Ну, то есть он психопат фактически, и он не имеет психологического образования, и к нему вообще нельзя на сеансы ходить. То есть он так и считывается, что эзотерический гипноз, то есть переброс его же этих, и опять идет вот эти лезвия резать, резать, Мгм. как резать по-живому, да, срезать пласты сознания. И вот Люба показывает вот эта стена, вот которая разделяла ее, и там вот этот автомобиль, это следствие, я слышу, результат этого сеанса. Я слышу, он углубил, усугубил матричные чего-то сейчас. Что, вернись, послушай еще раз. Матричные проекты. Мгм. Усугубил матричные проекты. То есть, когда мы делаем решение, мы как будто бы становимся на один конец дороги. И каждая дорога ведет в свое направление, ну, к какому-то итогу. И решение вот заниматься магией, потом предательство матери. Это все было вот как бы в таком гипотетическом варианте, М. да, развития событий. Но когда человек обращается опять к магу, потому что эзотерика, которая лишенная логики нашего живого психического пространства, то она как бы еще один раз обращалась уже к магическому концепту, я слышу, чтобы закрепить вот те гипотетические развития событий, вот эти проекции. И вот опять я вижу этот автомобиль, который врезается, но так как Люба уже пришла, расторгла эти контракты, другие, Мгм. то у нее возобновилась вот эта связь с ее подсознанием. И я слышу, опять же, от Тараса с Аней идет вот этот сон. И я слышу, он умрет, он умрет. И вижу, как слезы катятся у Любы. Катится, она спит, и такое черное воздействие, вот это черное. Он умрет, он умрет. Мгм. Это вот который неделю назад сон ей снился. Да, да, И то, сейчас, да? Мгм. да, да, это вот это все, вот эти страшилки, это Мгм. вот эти гипотетические сценарии, которые прописаны в матрице, темной матрице, в эгоистичной матрице, магической матрице. Они пытаются как бы под воздействием контрактов, но контракта я не вижу еще. Где тот контракт с Тарасом? Так, а Опять вот этот вижу эту документ, сущность какую-то да, с странную. этим. Мгм. И Что он... это за документ у него? Я сейчас посмотрю, что у нас за колпак, фригийский колпак и сияющий документ. И я вижу, что этот документ выглядит... Я слышу полосочка сознания,
Любы. И он берет ее и вот так вот режет этим лезвием. А Аня говорит, а у нее на губах такие импланты. Ой, извините за выражение, прозвучала лживая сучка. Мгм. А почему сучка? Что это обозначает? И я вижу, как она заискивающе смотрит в глаза Тараса. Мгм. То есть Так. это они не родственные души, они кармические души. Чтобы они быстренько вот так сошлись, все быстро-быстро, чтобы дополнять их эгоистические начала. Это они пошли на поводу не своих божественных позывов, вот эти соединились их матрицы негативные. Я слышу Мгм. магический союз. Ладно, это ихнее дело. А вот эти импланты, которые на глазах у Любы, что это за энергия? Э, Какова суть этой программы? Какой? Лживая сучка. Это не у Любы, это у Ани. А, Ваня. Мгм. Это от нее это звучит. А Люба фактически лежит как Мгм. Я понял. препарируемая, я слышу, как на операционном столе во время этого гипнотического сеанса, потому что если нет телепата, ну, то вот я вижу, как это работает. Вот она просто, это Аня, у нее такой вот имплант весь по ее, и она просто отображение ее личных программ. То есть она навязывает свои личные, ну, как мы по-простому говорим, переброс кармы. И вот она буквально М. гипнотизирует, то есть завязывает вот эти негативные, активирует вот эти программы. А Люба, вот это, что эта сущность кинула вот так на стол, это Люба лежит. И я вижу и слышу, препарируют. А они вдвоем, Тарас с Аней, ее препарируют, режут на такие полосочки. И вот отрезают с правой стороны, потому что это ее решение было пойти по следу, я слышу, гипноза матери. То есть то, что Мгм. она выбрала этих э, регрессологов, по факту колдунов, да, то это как бы следствие материнского блока, это голос матери там. Вот она и говорит, не пищи. Она ее прижала ножкой стола, это юбочка цветная, да, и вот эта вилка, и как бы вот так вот стучит на ребенка и говорит, не пищи. Хорошо, Запрет, так. запрет на развитие, Мгм. на В проявление это себя, на проявление своей божественной сущности. Мгм. Спроси у Любы, что она почувствовала, когда мать, запретила ее, вот этот запрет сделан на развитие, то есть, вот это воздействие. Что почувствовала Люба в этой ситуации? Ну, сейчас я вижу, что она пытается оторвать от себя эту навязанную программу, это платьице разноцветное, вот эту юбочку. Мгм. Она как будто бы зубами пытается это оторвать. Она говорит выползти из-под ножки стола. Ну, вероятно, может быть, что мама ее и придавила этой ножкой стола, я не знаю. Или это, ну, ножка стула, ножка стола– это символ магического воздействия, э, Мгм. духовного насилия. Хорошо, эта мать находится в этой ситуации в секторе магии, Оно как это да? многомерное пространство. То есть Тарас, то есть Люба выбрала Тараса с Аней, потому что внутренний голос матери так велел, образно говоря. Мама считывается гипнотический, магический аспект. То есть это вот. То есть это все вместе. То есть это одна вот эта спираль
нейронная, что на что притянулось. Но Мгм. меня больше интересует сейчас, так как мы уже разобрались с мамой, с этой ножкой, то вижу я сейчас, как Люба лежит на этом столе. И мне вот интересно, потому что мы делали сеанс очищения, по-моему, от Тараса или не делали, я не знаю. Но вот она Делали. лежит на этом Мгм. столе. Вероятно, там Так. есть какой-то, я слышу, ритуал жертвоприношения. Она лежит на столе, у нее правая рука как будто бы почернела, и вот так потянулась в сектор интерферента. Мгм. Что это за сеанс жертвоприношения? Ну, вот этот сеанс типа магической Регрессовал. регрессии. М. Ну, люди просто не понимают, что есть эзотерическая регрессия, это магия. И есть чисто психологический регрессивный сеанс. И только когда есть телепат, тогда регрессивная терапия имеет смысл, имеет свое предназначение и результат чистый. А магия всегда наказуема, всегда кармически усугубляет положение, любая магия. И вот какая разница, как магичить. Так, а что произошло на этом операционном столе? Посмотри. Люба говорит, они режут, говорит, слайс за слайсом. И они вот такие полосочки от нее отрезают. Вот с правой стороны. А с правой стороны, потому что это ее было решение. И вот я вижу, посмотрю, куда ее черная рука это потянулась. Она говорит, выбор. Вот она держит. а, Мгм. Говорит, выбор Тараса. То есть, что это ее доверие Тарасу? Да. Мгм. Она поверила Тарасу не потому, что послушалась голоса интуиции, а потому что послушалась голоса ее матери, которая еще загипнотизировала ее этими ритуалами магическими. Мгм. Так, сейчас этих воздействий от матери уже нет. Спроси у Любы, что она хочет сделать по отношению к Тараса и Ане. Я ее спросила, что она почувствовала в тот момент, когда она выбрала Тараса с Аней. Мгм. Она показывает, что у нее правая рука как будто бы вот здесь говорит в локте. Но это не локоть, это вот этот сустав. И она говорит, что вот он как будто бы вот так вывихнулся. И я Мгм. вижу, как Плечо. этот имплант, черная рука, то есть это как отделилась от нее, то есть это программы сговорились друг с другом, ее магические программы, выбрали магические программы этого Тараса, и они вот вместе. Вот эта рука отлетает, летит прямо к Тарасу, он открывает письмо, читает и говорит Ане, она согласилась, и такие какие-то чужие глаза в нем. Блин! О, Мгм. эту энергию я уже видела в самом начале сеанса. Помнишь, я говорила, какой-то странный яркий свет? Он такой искусственный, какой-то такой. Сейчас. И вот эти глаза опять, вот эти. Мгм. Кто хозяин этой энергии, этого искусственного света, приказываю проявить согласно эфирной ДНК? Оно звучит как-то люмиценты. Люминесцентные, Да, и то есть от света как отражающие. отражающий, и я смотрю, откуда он отраженный. Мгм. А там в секторе интерферентов кто-то машет и говорит, мы здесь. Так, И вижу, там сидят какие-то э, кто сущности, это? как светлые, сидят в такой темнице, сидят. М. А сверху такой вот этот черный фригийский а, Колпак? колпак. И они говорят, все эти люди, которые там сидят.
Говорит, мы потеряли волю, нас тут много. Сейчас я спрошу, кто они. Проси. Они говорят, мы род человеческий. Их так много, и они все вот так стоят, как селедочки друг к другу. Сначала я видела, что они как будто бы сидят, а сейчас смотрю, что они стоят и так замотаны, как будто бы их замотали такой колючей проволокой, а над ними такой фригийский колпак, черный, магический. Они все Мгм. смотрят и говорят, мы потеряли волю. И они так зависли над таким обрывом, такой портал внизу. Так, я думаю, надо посмотреть, что же это за колпак такой. Давай проявим ее на свет, что это за энергия. Я слышу потерянная воля. Вот я слышу эти слова из романа этого Оурена, который говорил, что наилучшее рабство– это когда люди думают, что они свободны. То есть вот эти все магические ритуалы и вот эти гипнотические регрессии, это люди думают, что они освобождаются, а на самом деле они как бы попадают в, я Мгм. слышу, в проекцию дьявола, то есть лжи. Ложная свобода. И эм, я вижу, что это целый эгрегор, Мгм. а вот эти глаза, которые вот мелькают у Тараса, от них идет ниже, то есть вот этот колпак, потом вот это род человеческий считывается, а от этих глаз пошла вот такая тугая, как, ну, как тетива на луке, такая вот Мгм. прям упругая волна пошла куда-то еще вниз, огибает это все и пошла вниз. Кто там внизу? Считывается божественный источник дьявола. А почему он божественный? А, я увидела минус 10. Это проекция, как М. перевернутая проекция. Это он же тоже божественный, потому что он как полная противоположность Творца Света. Мгм. Он теневая часть сознания человечества. Мы сейчас зашли э, в общее пространство сознания человека, человечества всего, в Мгм. ноосферу. И вот видим, я вижу, как это все работает. А эти глаза– это, я слышу, подозрение, ну, подзирать, подсматривать, да? Мгм. Да. Подсматривать. Там идет энергия угрожать, подсматривать, Надзирательство. угрожать. Да, надзиратель. Мгм. Надзирать, да. И как это связано с этим колпаком фригийским? Ложная свобода. То есть Мгм. это не сам фригийский колпак, а его темная проекция, его теневая часть. И он имеет силу, потому что люди верят в ложь и верят, что колдовские какие-то ритуальчики могут им помочь. А на самом Мгм. деле это срабатывает, как темные программы между собой сговариваются. Это происходит, когда человек еще недостаточно прислушивается и доверяет себе. Вот, я слышу, потеря идентичности. Вот когда происходит потеря идентичности, вот тогда человек вот идет как бы на поводу своих программ и выбирает не то, что действительно для него хорошо, а то, что хорошо для этих негативных проекций. И таким образом он возбуждает вот эти негативные сценарии, которые где-то там спят.
Вот именно вот Мгм. такие действия, да, выбор таких помощников. Ну, это как эти красавицы ходят, смотришь, звезда красивая такая, там пошла, выбрала какого-то хирурга, который ее там уродину с нее сделал. Это то же самое, потому что программы внутренние выбрали не специалиста, а какого-то там. Мгм. По программе. Мгм. Хорошо, давай, Виктория, обличим вот это механизм выбора ложной свободы. О, видишь эти программы, которые там кричали, что нас не видят, не нас не видят. А я вижу, Мгм. как я говорю, слышу, как я говорю, я вас вижу. А я говорю, я вас вижу, я вас ощущаю, вот так вот, как будто бы Мгм. трогаю их. Говорю, я вас слышу. И говорю, Люба слышит, вас видит и ощущает. Я вижу, как Люба берет вот так из своего живота вот эти программы, вот так выбрасывает. Я ей говорю, чтобы она сейчас посмотрела, на что она согласилась, когда заказала вот этот сеанс с Тараса. Мгм. Ну ш Сейчас я зайду, подожди, сейчас я Да. зайду в этот момент, сейчас я настроюсь. Я как-то ищу. А, Я спрашиваю Любу, почему она прячет этот контракт. Она руками Мгм. вот так его накрыла. То есть у нее есть вот этот самосаботаж, такие черные импланты на руках, которые вот так накрыли вот М. этот момент. То есть она заказала сеанс, они там посмотрели на протяжении там 2 часов, например, да? А в М. эфирном пространстве время существует только здесь и сейчас. Там нет прошлого. И получается, что до сих пор они ее там препарируют, то есть рассматривают. Соглашение работает еще до сих пор. И вдруг эти руки, пах, вот так вот. И Люба вот так смотрит. Мгм. Она Почему говорит, они что она согласилась прийти к ней домой. Прийти к ней домой. Да. Куда это домой? Что это обозначает? Прийти к ней домой? Она показывает, говорит, прийти к ней домой и говорит, показывает такой черный молоток, который стучит и забивает вот этот свет, где сектор первоисточника, откуда свет льется, от ее высшего я, от ее первотворца. Вот так вот он говорит. Она не говорит, но показывает, что вот этот молоток опять что забивает, говорит в пространство света. И что они там забили, что они сделали? А я слышу, покалечили ребенка. Машеньку. Мгм. Покалечили Машеньку. Да. Инсценировали смерть чью-то. Инсценировали смерть. Сейчас я Да. попрошу Любу, Что? чтобы она сказала, показала, что это. Она говорит, мои сны. Вот она показывает опять, как она спит, и вот Мгм. такие снизу идет такая черная волна. Инсценировали смерть, теперь дошло. Информация дошла, говорит, моего мужа. А у нее Да. с ней неразорванная связь. С Тарасом неразорванная связь. И с ее мужем тоже. Савелий. Да, Савелием. Савелий, он звучит. И держится, сейчас я посмотрю, где эти подключки. Подключки, Мгм. вот эти руки какие-то опять странные такие, как будто бы закрывают горкой стали друг на друга. Вот. Мгм. Так. А, Хорошо, давай сначала разберемся с этим договором, с разрешением Тараса покалечить Машу. Давай зайдем в тот момент, когда а,
Ну вот смотри, Люба. я захожу в М. этот момент и вижу Мгм. опять, как Тарас читает с компьютера, как будто бы Письмо. письмо. Мгм. Вот он смотрит в компьютер, я вижу, как он как будто бы конверт разворачивает и говорит Ане. Она согласилась прийти к ней домой и Мгм. говорит запечатать ее сознание, говорит верховное сознание. Запечатать. И опять этот молоток, который Мгм. забивает там. Хорошо. Передай Любе, что она может отказаться посылать это письмо и разрешать, им приходить к ней домой. Она так нагнулась сейчас, так низко и так близко, и буквально вот так вот смотрит на них и говорит, я вас вижу, Мгм. и берет вот так Аню, которая как будто бы прячется за Тарасом, вот так вытаскивает ее из под этой черной плиты и вот так вот поставила, а Так. Аня превратилась в такую волну, и она вот так вот колышется, то есть она считывается как бесхребетная. Ну, естественно, что стержень имеют только телепаты. Визуализаторы плывут по своим программам негативным. Дальше. Мгм. Сейчас мне прямо идет. Визуализация – это техника для построения будущего, а телепатия – это техника для нахождения блоков, корней проблемы. И если нет у человека телепатического чтения, то его этот инструмент выстраивания будущего, да, работает против человека. То есть человек без телепатического чтения не может ни себе помочь, ни тем более другим. Вот я вижу, как это работает. А Люба берет его вот так вытаскивает, а сейчас берет и снимает вот эту, так сбила как-то вот этот экран черный у Тараса, а у него там за этим прячется такая голова, какая-то странная, вот такие бугорки. Сейчас я посмотрю, что это. Я Что слышу это? чужое мнение. Да, тоже отсутствие божественного стержня, и вот это все на голове, как такие вот эти, считывается чужое мнение. Мгм. Руководит им. Да. Хорошо. Что, Люба хочет сделать? Пусть она Она изменит эту разрывает ситуацию. этот Мгм. контракт и встает с этого стола и говорит, я не разрешаю, я не даю вам разрешения препарировать меня и мою дочь. Это выглядит как будто, знаешь, препарируют лягушек эти студенты. Вот это тоже так. Мгм. И и вижу, как она забирает себя вот с этого эгрегора, обреченное человечество. Вот эти люди, которые завязаны там в этом, как проволока, проволока колючая, как в тюрьме. Это человечество, препарируемое человечество, я слышу. У нас этого эгрегора уходит, и я ей передаю, что она может сейчас передать всем этим людям информацию об истинном освобождении, потому что истинное освобождение – это очень просто, не нужно ничего выдумывать. Просто пусть каждый примет свою божественную часть и отбросит все чужеродное. И я вижу, как Мгм. она берет Так. на руки Машеньку и вот так как на куколке прикручивает ей ручки и ножки. И я вижу, как у Мгм. Машеньки также на правой ручке такой имплант, как у нее был вот в тот момент, когда она подписала контракт с Тарасом. Так, Я сейчас хорошо. посмотрю, что это Всё. такое. И я вижу, что у Машеньки контракт с Тарасом. А Мгм. от нее идет такая черная рука и ручка прямо в сектор магии. И там я слышу, что Тарас препарирует мою маму. И сразу идет и меня. Они М. отдали нас в руки дьявола, она говорит.
Мгм. А кто это они отдали? Кто это они? Но сейчас я вижу вот этот экран, это лезвие на голове, оно вот так вот М. Тараса как будто бы скрывает, чтобы не было видно, что он не имеет своего мнения, своего, ну, своего ничего, да, это вот скрывает. Потом она показывает на эту черную полосу и говорит опять «мамин сон», то есть отсюда, и показывает на какую-то сущность, которая стоит за Тарасом и за Аней. И вот эти глаза, и опять это лживая сучка, и вот эти глаза такие. Так, что это за сущность, которая стоит за ними, приказывая проявиться, проявляя на свет? Вижу, там стоит какой-то... О, Николай II. А у него на груди вот эти глаза такие. Мгм. Считывается иерархия дьяволов. Сейчас я посмотрю, почему это именно Николай II, вот одетый вот так, как он в этой Мгм. такой царской. Да. Почему ты увидела именно это? Сейчас я посмотрю. Мгм. От этого символа идет подключка в сектор интерферентов. И я слышу, царь умер, и вижу, царь лежит в короне, вот всем, но лежит, как будто бы в гробу лежит. Мгм. Ну, с этими всеми, как одетый. Я слышу царское величие. Мгм. Так, что это здесь ситуация, как она связана с Машей? Я вижу, что это целая эгрегориальная структура. Вот, но я вижу, что это как у Тараса, за ними стоит вот этот, то есть это преувеличение. Это вот мания величия. М. Простыми словами. Да. То есть это целая эгрегориальная структура, мания величия, да. То есть человек узнал, кто он был в прошлой жизни, и вместо того, чтобы воспринимать себя таким, каким ты есть на самом деле сейчас, и то он пошел на поводу этой мании величия, да. Мгм. Понятно. И вот поэтому я вижу вот этот мозг, как будто бы вылез из орбит, и вот такие вот, как голова, а мозг вот так вот считывается чужое мнение. То есть это раздутое мнение, уход от реальности, ну и все такое. Демагогия, слышу. Мгм. Так, и как это связано с контрактором Маши? А она говорит, опять я вижу ручку ее, эту импланты, и говорит, что, говорит, мама предала нас. Ей, говорит, бабушка придавила, Мгм. говорит, ножку, придавила ножку. Или ножкой, или ножку. Ах, Мгм. опять этот Передай, стол я вижу, да. передай Маше, что ее мама Люба отменила это воздействие, отказалась принимать это насилие. Мгм. Да, я передаю, чтобы она посмотрела, что мама отменила и всю магию в ее роду, и она тоже может отменить всю магию. А она спрашивает у мамы, говорит, мама, я могу? А Люба говорит, да, доченька. И Машенька вот так, вот здесь у Любы а, считывается родовое гнездо. Вот здесь она находится. И так смотрит на Любу, а какие-то негативные вот серые программы вокруг. И я М. слышу Анечки, то есть в пространстве Машеньки какая-то Анечка. Сейчас я спрошу, что это за Анечка? Мгм. Что это за... А это маленькая Аня. Тараса это
Кто она там, Мгм. жена или невеста? М. Она перебросила свои детские травмы на, на это перекат, я слышу, энергий, кармической ответственности. И я спрашиваю у Анечки, у этой маленькой, а, что она делает в пространстве Машеньки. Мгм. А она говорит, Сказывает. я здесь играюсь. И говорит, я здесь играюсь. Показывает какое-то окно, через которое она смотрит, как будто бы из первого этажа, через окно. Там какая-то консервная банка пустая. Мгм. Что она делает по отношению Маши, приказывая отвечать? Она показывает, как она берет энергию, ой, боже мой, отрывает ручку у Машеньки и запихивает в эту консервную банку. А потом отрывает ручку, еще одну, а потом ножки и запихивает в эту консервную банку, а потом ее как-то вот так зашила. И вот так вот, как поезд, оно ушло в сектор интерферентов. Говорит, М. что она придает ее каким-то испытаниям и бросила как в какую-то печку. Там Мгм. такие дверь. Это символ жертвоприношения. То есть это так работает, ну, образно говоря, ну, переброс Так, кармы, да, переброс. навязывание Мгм. своих собственных проекций. Это всегда так бывает, когда люди обращаются не к специалистам регрессивной терапии, а к шарлатанам. Вот. Мгм. Так, хорошо, Ну, я проявляем такого нас. еще, это я знала, конечно, но это я впервые вот так четко вижу. Ну, у нас не было еще такого случая, конечно. Мгм. Так, и где зацепка? Почему это произошло? Почему, Люба позволила, что это произошло? Ведь Маша в ее пространстве находится под защитой. Она говорит, мама позволила, и опять эта юбка. Но это то, что я сказала. Это вот Мгм. эта связь нейронная. Вот так связалась эта нейронная связь в сознании Любы. Мгм. Она просто это стала, знаешь, как есть какой-то контракт, и он подходит к завершению, то подсознание просит как бы дать ну, Направление. резюме, да, Ага. дать директиву, что с этим делать. И человек становится перед выбором. Если он выбирает опять то же самое, да, то есть то он укрепляет эти старые контракты, и как бы они продолжают жить. Если человек переосмысляет и делает так, как хорошо для его божественной души, а не для программ, тогда эти контракты заканчиваются, и они угасают. Мгм. Хорошо. Давай Передай я Маше. посмотрю, какой Что? контракт Маша лично Да. подписала. Мгм. Можно ли поговорить, поработать с Машей? Спроси у нее. Можно, потому что она маленькая, она в пространстве Люба. Любы находится, но у нее энергии Ани. Аня Мгм. перебросила, я ее глаза вижу и лицо. Она перебросила ее кармическую ответственность, ее, я Мгм. слышу, насильственное поведение. Попроси у Маши показать этот контракт, который она подписала. А, Она показывает, что вот так вот, как у мамы это было, но у Любы уже нет этой руки. Я просто считываю, да, как оно было, Мгм. что это как передача по наследству, как передается по генетической наследственности эти контракты. И она вот показывает. И Мгм. показывает также вот эту аварию.
Говорит, они напугали нас. Этой аварии? Да. Мгм. Передай Маше, что ее мама от контракта это тоже расторгла, и Маша тоже может этот контракт расторгнуть и убрать все эти аварии, все эти страхи. Это все лишь энергия. Ой, как интересно, я вижу, как эта энергия, ее рука как растет отсюда, растет, и у нее как будто бы вот так вот рука, которая как имплант черный держала эту черную ручку, вот так вот ее рука, вот это все исчезло, черный имплант, и ее рука вот так раз, и ладошечка, и она смотрит на ладошечку, а там черные энергии такие, из этих, ну, как хиромантия есть такая штука, да? Да, Вот эти эти линии. полосочки на и она смотрит на эти полосочки, а эти черные, как паутина, с руки у нее, с ручки, такая маленькая ручка, сползает и прорастают такие сияющие ее. И она берет как-то вот эту ручку, как будто бы прикручивает обратно. Я ей передаю, М, чтобы она сейчас нашла в себе генетическую память, где у нее все ее физические органы находятся на месте. мгм. И чтобы она Так. возобновила свой код божественной души, и тоже Любе передаю, чтобы она помогла своей дочке возобновить целостность. И я вижу, как Люба отодвигает вот эту стену, она уходит к Тарасу. Я передаю, что она может сейчас, так как Тарас и Аня находятся в секторе магии, пусть приказывает им забирать всю их магию, потому что по конам Вселенной они должны были сообщить, что у Ани нет телепатического чтения, что она просто визуализатор, что она не может помочь. Тарас должен был сообщить, что у него нет никакого образования, ни духовных ценностей для того, чтобы проводить сеансы. Поэтому то, что они будут делать, это он должен показать это было, дать информацию о последствиях. И я вижу, как он вот так вот раз у Тараса на этом, на рту такая черная пластина, и он говорит, я не сказал им это. Я говорю, что за это он должен понести ответственность и карму, а Люба пусть им отдает эту карму и возвращает свое согласие, отменяет этот и пусть они забирают все эти импланты, чипы. Я вижу, как она вот эта ребеночка и от Машеньки вот эти Аню вот эту отщипывает буквально. И она берет эту Машеньку и вот так вот подносит туда, в сектор первоисточника. И опять слышу Анечка. Я говорю, почему у Машеньки еще есть энергии Так, где? Ани? И вот такие тянутся невидимые нити из сектора интерферента. И так Куда почернело сейчас. тянется? Посмотри, куда тянутся Я эти нити. передаю в сектор интерферентов, то М, есть это паразитические структуры. Я передаю Любе, чтобы она полностью наполнилась своей собственной силой, энергией Творца, потому что это ее личное пространство, и чтобы она очистила свою дочь вот изнутри, ее тоже собственными энергиями. Я вижу, как произошел, как солнышко вот так включилось у нее вот здесь, где она находится. мгм. Так. И Люба поднимается вверх и говорит, я и мои дети чисты. Ну, я Хорошо. предлагаю, Жень, через какое-то время, ну, провести как бы контрольный сеанс, чтобы проверить, все ли сработало в подсознании Любы. Мгм. И я ей передаю, чтобы она убирала все вот эти гипнотические союзы, расторгала вот это НЛП-программирование, это доверие. Пусть она забирает ее божественную энергию со всех этих... оно считывается клочков. Клочки, вот это все, оно, вот эта магия, оно вот это все налеплено, как бы
низ ничего, непонятно что. И чтобы она эти все клочки энергии чужих отправляла туда, откуда они пришли. И я Мгм. предлагаю на следующем сеансе сделать коуч-сессию перед сеансом очищения рода. Это очень сильно работает. И потом почистить целенаправленно детей и весь Мгм. род очистить, разорвать родовые контракты. Так, Виктория, ты еще говорила, что с Савелием у Любы какой-то есть связь Она какая-то, говорит, я не которая... покажу. И так ножки, знаешь, как это люди хотят писать ножка за ножку, да? Мгм. И вот так она сделала, и руки вот так положила, и говорит, я не покажу. А там такая черная энергия в сексуальной чакре, и там Мгм. какая-то рожа демоническая, и его даже как-то зовут. Урсуф или как-то вот так. Мгм. То есть И в спроси... сектор магии тянется вот от этой энергии в сектор магии. Кто находится в секторе магии? Приказываю проявиться. Кто там находится? Опять же какой-то странный свет, вот этот же, который я видела. Люминесцентный. Да, Мгм. какой-то вот этот свет, оно так как бы затянулось внутрь. И как считывается буквально как точка невозврата. Мгм. Психическое Так. единение. Я слышу с Люцифером. Я сейчас посмотрю, почему это точка невозврата. Считай, Виктория. Почему это точка невозврата? Я вижу, что там вот оно сжимается вот так в одну точку, Так. а потом расширяется этот луч и образуется такое, как зеркало. Я слышу обряд венчания и вижу в этом зеркале, как будто невеста крутится, смотрит на себя. А это Люба. Я Мгм. слышу магический обряд преданности до гроба. Мгм. Спроси у Любы, нужен ли ей этот обряд, этот контракт? Она показывает, как у нее вот это обручальное кольцо здесь на пальце, и оно все пылает. И оно пылает, и этот палец ее как бы здесь все обуглилось, кольцо на этом таком обрубочке, да, а палец отдельно, а здесь такой черный переход, пустота такая черная, а кольцо все пылает. Я слышу магический обряд венчания. А что, Мгм. был у Давай них обряд посмотрим. венчания? Ну, может быть, расписались или еще что. Посмотри, Виктория, что это Сейчас я было за посмотрю, что событие. это было за событие. Я вижу, что Мгм. это магический ритуал, делает кто-то. Как будто бы Приказываю сыпет проявиться. что-то. Что-то сыпет как будто бы на землю. Приказываю ему проявиться глаза сна физической ДНК. Кто Я это слышу делает? мама Дениса. Это Анна или кто там была? Мгм. Так, этой маме Дениса я приказываю отвечать, что это она делает, что это за обряд. Она говорит, что она предает свою невестку земле. Жизнь мертвеца. Мгм. Так. Игнорировать себя. Мгм. Так, она находится в секторе магии. Видит ли Люба, что делает эта мама Дениса? Да, она видит, и я вижу, как Люба снимает это горящее кольцо и одевает просто на эту Анну, и она так орет, прямо идет мне вот так, верещит. Но это кольцо вот так сквозь нее проходит и буквально до ее стоп. И превращается в такое пылающую, как платформу. И она переворачивается вот так вот.
и уходит Мгм. вниз, и портал закрывается, а у Любы такое облегчение. Я передаю Любе, чтобы она выталкивала из себя все привязки к Савелию, к этой Ане, к другой Ане, к Тарасу, к другим людям, к своей маме. Всем передала божественным частям их информацию об освобождении, а все энергии темные пусть им тоже отдают, и пусть они, если хотят, то передают туда, откуда это пришло. И Мгм. Люба вот так поднимается, такая так поплыла в пространстве вверх. Я ей передаю, чтобы она поднимала вместе с собой своих детей и отсоединялась от Савелия, и я вижу у нее буквально еще подключка к Савелию, и она так и Мгм. отпала, и полетела. А Люба вверх поднимается. Отлично. Я слышу пространство любви. И она вот так смотрит, а там спокойно, спокойно. А ее детки бегают и играются. А я ей передаю, что в этом пространстве все здоровые. Машенька говорит и бегает, у нее ручки есть. Пусть она эту информацию, как проекция будущих событий, пропишет в своем личном родовом пространстве и изменит все генетические настройки таким образом, чтобы ее род очищался и был здоров, чист, гармоничный по всем ветвям и вперед, и назад. Она принимает как божественная душа только свет и гармонию. Я просто слышу, как она зачитывает ее цель. Вот. Мгм. И у нее Отлично. появляются такие крылья, и я вижу у ее деток такие крылья, но они сейчас что-то есть еще какой-то имплант, они с крылышками, как ангелы, но привязаны такой черный аркан считывается, и вот так вот кто-то вот этот тоненький аркан из сектора магии. Кто находится в секторе магии, приказывай ему проявиться на свет. Кто он такой? Считывается отец-предатель Мгм. Иосиф Сталин. Господи. Так. Что он Точно делает? Сталин. Стоит в этой форме, вот лицо его. Что это он делает с арканом? Приказываем отвечать. Он говорит, что он ее заматывает и показывает, как вот этот эгрегор, где люди там стояли, тоже так Мгм. замотаны в этом эгрегоре. Мгм. И появляется такая коммунистическая звезда. И я слышу СВО. Мгм. Переживание по поводу мужа. Вот этот сон. Эгрегор коммунизма. Сейчас я Так. посмотрю, сейчас спрошу у Любы, когда этот аркан в ее пространстве появился. Мгм. Спроси у нее, что это было когда это произошло. Мгм. И опять я вижу Тараса и Аню. То есть это все последствия этой связи невидимой с Тарасом и Аней, с этим сеансом. Я передаю Любе, что это ее пространство, ее энергии, и пусть отправляет Тарасу все то и Ане, все то, что они навязали ей. И Мгм. этот И аркан. этому и этому Иосифу И Сталину этому тоже приказывает Сталину забирать его воздействие его руками. он матюкается. Это его Матюкается, проблема. Пусть собирает этот, забирает. Мгм. Сталин собирает этот аркан, берет себя, собирает, уходит вниз и говорит, она нас увидела. Я Мгм. спрашиваю, сейчас спрошу, кто это? Она. Это я. Мгм. Я говорю, я тебя вижу, я тебя слышу, я тебя ощущаю. Я его потрогала, а он такой, знаешь, как слизняк такой, липкий, серый.
И я его бум туда в портал и на полное уничтожение. И Любе говорю, чтобы сожгла все эти чужеродные энергии и выталкивала все чужеродное с ее пространства, исцелялась сама, исцеляла весь свой род. Она чистая божественная душа. Пусть отправляет все эти черные энергии, всю магию туда, откуда оно пришло. А сама пусть наполняется светом, гармонией. И в этот момент я вижу, вот там, где этот ходил, хозяйничал, вот этот на седьмой чакре, вот М. это как произошло такой, как взрыв, и он отлетел. И образуется такой тор, а Люба летит вверх. Хорошо, пусть она очищает ее пространство полностью. И слышу такой голос, как будто бы много голосов говорит, очищение рода. Мгм. Да, Хорошо. Поднимаемся максимально вверх. Люба да, пусть полностью закрывает все порталы, все чужеродные энергии трансформирует в свет. да. Все следы, там, ее эфирной ДНК, с пространства матрицы пусть полностью, стирает, все Мгм. забирает, то, что принадлежит ей. Да, и вот эти карты она вот так вот сделала. Шук-шук-шук-шук. Слышу, Анна, я передаю, чтобы она полностью очистилась. И вот это уходит. Прислушиваться к советам Анны. Тоже это все уходит. Вот этот аркан ушел. Дети свободно летают в ее пространстве. Мгм. Вот. Отлично. Все хорошо. Хорошо, на сегодня, думаю, достаточно. Да. Спроси у Любы, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она вот так вот показывает, знаешь, как это все Мгм. закончила работу. Хорошо, если она хочет, она может этот опыт распространить по эфирному пространству в человеческом сознании. О, я вижу, как в этой матрице, где человечество вот это заблужденное томится в этих узах магических, как там Мгм. брожение начинается, и как трещат эти узы. Хорошо. Хорошо, передаем информацию по эфирному пространству. Мгм. Свет. а, мгм. Отсоединись, Виктория, от всех этих ситуаций. С Да. Любой поднимаемся вверх. Мгм. Хорошо. Тогда спроси еще раз, Любовь, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она показывает и показывает такой, как рушник на руках, и говорит «чистая дорога». Мгм. Хорошо. Благодарим ее тоже за ее опыт. Спасибо. Да. Мгм. Прощаемся с ней. Мгм. Виктория, отсоединись от всех и всего, поднимайся максимально вверх. Мгм. Проверяй твое личное пространство. Да. Мгм. Наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, счастья. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Мгм. Супер. Либо включай микрофон. Все включила. Ну как тебе? Ну вы мои золотые. Прям вот такой, что вы меня прям выручаете. Помощники драгоценные, светлые мои добрые. Ну, думаю, все классно прошло. Женечка Вика вообще, конечно. Я удивилась. Прям удивилась. То, что, то, что думала, писала, и вы вещи увидели, о которых я только а, планировала их в будущем, на следующий сеанс, например, разобрать та же самая Аня. Представляете, я вообще... Ну, мама. А, Да. Вот надо же. Ни раньше, ни позже, но, как говорится, вовремя. Все вовремя главное сделать. ну, Видите? Вот посмотрите на нашу реакцию, на вашу, на мою, на Женину. Все в шоке просто.
Ну да, это можно назвать шок, просто шок. Потому что я никогда, да, я знала, знать это одно, но увидеть, как оно работает, вот так вот, это просто